Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, по поводу реакции Украины, а также вменяемого мира на дебильное предложение Путина, которое он высказал, знаете, как это маньяк выполз, как Чикатило, это ночью выполз из своего этого шалаша, в смысле, из своего этого бункера, и что-то там провякал, и собрал этих журналистов. Он пытается быть похожим на Сталина, да, вот тот тоже маньячил по ночам, и что-то там творил, какие-то безобразия, да, и этот такой же, он хочет напустить таинственности. Для чего это делается вообще? Напустить таинственности, напустить важности на себя, щечки вот эти вот дряблые свои надуть, да, плешь свою протереть как следует, и чтобы все же его уважали, потому что он великий и он могучий, да. То есть, понятно, антураж такой дешевого гопника и придурка. Да, так вот, Путин отказал, фактически, давайте так называть свои вещи своими именами, он отказался делать перемирие 30-дневное и предложил абсолютный идиотизм, вот это вот снова реанимировать вот этот мертворожденный переговорный процесс в Стамбуле. Мы все прекрасно помним эту дрянь. И знаете, для того, чтобы реанимировать процесс в Стамбуле, нам не нужны посредники ни из Европы, ни из Соединенных Штатов Америки. Это можно было сделать всегда, но там от нас требовали немыслимые вещи. Вот. Поэтому пошел вон. Да, еще что интересно, что вот эта прихлебательница путинская, Машка с немытой башкой, заявила о том, что, значит, нужно устранять первопричины, что мы неправильно поняли Путина, что мы не внимательно слушали, что говорит, значит, Пуйло в своем этом обращении. Ну, во-первых, мы, как вам сказать, мы не особо внимательно и слушаем то, что несут психически больные люди. Мы послушали, то с ним уже все ясно, и глубоко анализировать, что оно там несет, нет никакого смысла. Кстати, Машке неплохо бы все-таки купить шампунь. Вот. А по сути его предложения, о чем тут говорить? Он отверг переговоры, он отверг перемирие. Он хочет переговоры ни о чем. Причем учесть первопричины, вот это самое интересное, первопричины этой войны. Но я вам скажу так, первопричиной этой войны, тут одна первопричина, это Путин. Это Путин и его шобла бандитская уголовная. Вот если бы их не было бы никакой войны. Потому что все причины для войны, которые они надуманы, они украдены у Гитлера. Такое уже было. Вторую мировую войну, когда Гитлер выдумал причины для нападения на Польшу. Помните, да? Ну вот сейчас Путин взял все эти причины у Гитлера, перелобал их на свои на свои рельсы и припендюрил к нападению на Украину. Вот. Поэтому, если хотите устранить первопричину нападения на войны, вот, то, значит, устраните Путина, и все будет нормально. И его шайку. И все будет нормально. Тогда никакой войны вообще не было бы. Потому что никто ни на кого не нападал бы. На Украину же вообще ни на кого не нападала. Вот. Это один момент. Но нас интересует, конечно же, реакция мира. От Трампа была автоматическая реакция ни о чем. Это хороший шаг, это бла-бла-бла, это ко-ко-ко, это замечательно, это великая неделя. Ну, такую пургу от Трампа мы слышим каждую неделю насчет всего подряд. Поэтому воспринимать всерьез то, что... Тем паче, может, это и не он сказал, потому что вряд ли он там достиживал до этого времени и слушал Путина. Скорее всего, там у него писаки дежурные написали это дело. Ну, может, и он писал, я не знаю. Вот. Более важна для нас реакция Европы. Ну, тут не первым, но одним из первых высказался Макрон. Он написал следующее, абсолютно, кстати, правильно. В Киеве вместе с президентом, с Трампом, мы выдвинули, дело в том, что Трамп был полностью согласен с тем, что в Киеве выдвинули, четкое предложение, безоговорочное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. Президент Зеленский взял на себя обязательства без каких-либо условий. Теперь мы ожидаем столь же ясного ответа от России. И теперь внимание. Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие. Не может быть никакого диалога, если в то же время подвергаются бомбардировкам мирные жители. Сейчас необходимо прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры ради мира. Конец цитаты Макрона. И знаете, я полностью согласен с французским президентом. Абсолютно правильно. То же самое написал Ермак. Сначала прекращение огня, потом переговоры. И приблизительно то же самое написал президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере. То есть у всех, в принципе, адекватных людей абсолютно такая же точка зрения. Тот же министр иностранных дел Литвы Ландсбергис то же самое сказал, что елки-палки. О чем мы говорим? Сначала давайте прекрати войну,
И потом садимся за переговоры, будем рассуждать обо всем, в том числе о первопричинах. А о первопричинах я уже вам, как говорится, сказал. Посмотрим на реакцию из Кремля. Я же говорю, там Машка немытая башка начала что-то там кричать. Никто на нее, конечно, внимания не обращает. Это все пустое. Вот. Ну а в сухом остатке пока что мы перемирия какого-либо не видим. Вот, продолжается по полной программе война. Ну, если Путин хочет слетать в Стамбул, ну, пускай погонит свою делегацию в Стамбул. Я лично не вижу, я там не вижу, о чем с ними разговаривать. Сначала прекратите стрелять, потом начинаем переговоры, и да, лицом к лицу можно вполне себе прямые переговоры провести. Вот, то есть тут мне нравится позиция, которую наши заняли, абсолютно правильная, абсолютно хорошая. Дальше. Ну и уж поскольку, скажем так, международное событие, то еще вот одна война. Она, судя по всему, таки да, подошла к концу, потому что вчера там Трамп немножко поспешил по Индии и Пакистану, заявил, что ну вот я, значит, уже добился прекращения боевых действий. Как оказалось, нет. Вчера опять-таки дроны летали налево-направо. Вот. Но сегодня вроде бы как они там договорились. То есть 4 дня они повоевали. Даже, видите, не 2-3 недели, как кое-кто говорил. Да, 4 дня им хватило. Вот. И они решили, значит, все, хватит, уже навоевались. Индия открыла створки реки, которую там створки плотины на реке, которую перекрыли в сторону Пакистана. Вот, вроде бы перестали постреливать, но сейчас они это все дело быстренько устаканят. Еще раз говорю, эта война была не причина этой войны, не было там какой-то катастрофической или кардинальной. Ну, просто надо было показать силу друг перед другом, а также на внутренней арене, какие вы борцы за, народ, за свой народ, за свою страну и так далее. Поднять немножко ура-патриотическое настроение, на этом все. Поэтому эта война и не могла быть длительной. Все, она, скажем так, или закончилась, или почти закончилась к вящему удовлетворению сторон. Вот, собственно говоря, и все. И если брать действительно первопричину войны, так действительно между Индией и Пакистаном она совершенно другая. То есть там они пытаются как-то ужиться друг с другом. А у нас первопричина войны из-за того, что маньяк и убийца Путин хочет уничтожить Украину. Вот, собственно говоря, и все. То есть пока есть Путин, пока есть его шайка, то вот первопричина войны, как говорится, не устранена.